Готовлю шоколадно-ореховую пасту с арахисом. Почти нутелла. Беру 80 грамм очищенного сырого арахиса, выкладываю на сковороду и, периодически помешивая, прогреваю на плите. До румяности не довожу. А затем выкладываю на тарелку и даю арахису немного остыть. Арахис у меня чуть теплый. Высыпаю в измельчитель и начинаю процесс измельчения. Процесс не быстрый. Измельчаю до тех пор, пока арахис не превращается в арахисовую пасту. Вот так она выглядит. Нагревание арахиса на сковороде способствует превращению его в пасту. А теперь в 700-граммовую банку добавляю 100 мл молока у меня из холодильника, одно сырое холодное яйцо и 200 мл растительного масла без запаха, а также 3 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки несладкого порошка какао. Слегка перемешала и добавляю всю арахисовую пасту. А вы на канале готовим с вами вместе. И погружным блендером на средних оборотах начинаю взбивать. Стараюсь блендер побольше держать у дна банки. Изредка приподнимаю, как бы захватывая жидкую массу, и сразу опускаю. Масса постепенно густеет и все больше становится похожа на крем. Вот так это выглядит. Этот процесс тоже не быстрый. У меня заняло несколько минут. Вот крем загустел и весь хорошенько перемешался. Крем получился достаточно густой, однородный, приятно пахнет шоколадом и имеет легкий аромат и легкий вкус арахиса. Со свежим хлебом это очень вкусно. Крем получился не очень сладкий, а на языке слегка чувствуется структура арахисовой пасты. При желании сахара можно добавить на 1 столовую ложку больше, а арахис зажарить чуть сильнее. Такой шоколадно-арахисовый крем прекрасно хранится в холодильнике в контейнере. А после холодильника он становится более плотным, а вкус арахиса усиливается. Получился прекрасный завтрак и достойное дополнение для тортов. А готовится очень просто. И из обычных продуктов, конечно, если есть измельчитель и погружной блендер. Попробуйте приготовить. Если понравилось видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!